Решил попробовать имбы Energy. Original нахрен taste. Такая дресня просто химозная. Но это пить невозможно. Пробую. Блять, Джанго. Кирилл, смотри. Да. Что? Назар. Ну такое. Лучше обычный энергетик выпей, нежели это дерьмо. Это настолько химозное говно, что его допить даже невозможно. Здорово, живые Dead Inside! Как известно всем и каждому, в этом году выходил 4-й сезон Атаки Титанов. А я и первые 3 не смотрел. Вот решил глянуть в июле, закончив просмотр. И, как вы можете понять, это шоу мне понравилось. Но! Также я весной глянул Аркейн, который боготворили все, кому не лень. Ролики, обзоры, реклама и прочее. Так вот, я решил сравнить и посмотреть, что лично мне больше понравилось. Да-да, напиши, что эти сериалы нельзя сравнивать, и у них разные сеттинги, еще что-нибудь. Но знаешь, что я тебе скажу? Мне насрать. Я тут делаю все, что хочу сам. Что ж, хотел бы начать с того, что про Аркейн все кричали какой-то шедевр с точки зрения анимации, что такого вы больше чуть ли нигде не найдете. В общем, в обзорах и рекламах превозносили анимацию и стиль чуть ли не выше небес. Соответственно, у меня и ожидания повысились, хоть и не сильно, поскольку я видел разные трейлеры, соответственно и пример анимации. Но посмотрев сам мульт, анимация сделана нормальной, но не божественной, как они кричали. Помню, говорили, что такой метод наложения 2D на 3D эта компания разрабатывала несколько лет и бла-бла-бла, но длительность создания не всегда отражает качество или то, что объект искусства будет интересно смотреть зрителю. Но я не обсираю, просто говорю, что я ожидал большего со всем этим хайпом. Например, в Человек-паук в паучьей вселенной, да, я исправил перевод от первого фильма, тоже использовался метод наложения 2D на 3D. И мне, если честно, там это понравилось больше, нежели в Аркейн. Просто похожий на Аркейн стиль у меня такое чувство, что я уже видел. То ли в валорантовских анимациях, то ли где-то еще, но вот где-то видел вот такое чувство. И он для меня не является чем-то супер новым. Но несмотря на это, в Аркейне мне очень нравится работа с фокусом и с тем, как камера трясется, как будто бы ее держит реальный человек. Вот это действительно прикольно. Также мне очень вкатывают трипы Джинкс. А это имя мне пришлось гуглить. Забавно, но спустя такое недолгое время я не смог вспомнить имена даже основных персонажей. Даже основных! Ни ее, хоть она мне относительно понравилась, ни даже ее. Только Мел. И то только потому, что был такой локальный мем при просмотре. Ударила в Мел. Mel Games Present. And Meal Production. Где Мел? Help her with the body. Помогите Мелу. Пиздец, Мел Алло. умер. Я так понимаю, вы уже на этой... Привет, на 9 Мел. серии? Понял, я на 8 только. Блять, плачет, потому что умерла Мел. Вовремя, блин, зашел. Первое, что я услышал, когда включил наушники. Мел умер. Спасибо. В то время как из Атаки Титанов, даже несмотря на такое обилие персонажей, я могу назвать Эрона, Микасу, Армина, Леви, Ханджи, Жана, Кони, Сашу, даже и Мир, как богиню, так и девушку-лесбиянку. Люблю ее, кстати. Это я из головы вспоминал, даже несмотря на картинки персонажей. А это, я думаю, что-то договорит о персонажах и о том, как они воспринимаются человеком при просмотре. Знаете, как я определяю офигенный фильм или сериал, или не больше, чем хороший? Лично для меня это ресмотрибельность. То бишь, если произведение можно пересмотреть и при этом замечать новые детали, которых ты не мог заметить раньше, либо начнешь второй скрытый смысл в диалогах, который при первом просмотре просто невозможно понять, ибо ты не знаешь деталей будущего, то для меня это произведение считается офигительным. Я вот честно не могу понять людей, что по сотни раз пересматривает тот же Аркейн, где ничего нового не найдешь. Маша, привет, кста. Примером ресмотрибельности является та же Атака Титанов, либо Invincible. Например, сцена, когда батя говорит сыну про то, что важно и ответственно быть той инопланетной расы, которой они являются. Whoa, slow down. What's up? Cecil asked me to save Mount Rushmore, but I left Amber waiting in the room, so I gotta... You left a girl in your room while you flew off to deal with a crisis. Mm-hmm. Good. I mean, not good for her, but good. That's the tricky part of the job. Balancing what you want to do with what you need to do.
Remember, you're not just a superhero, Mark. You're a Viltrumite. We have responsibilities that normal humans don't. Right. Yeah, thanks. This humorous scene now has an unsettling undertone to it. Учите нахрен английский, я переводить это не буду, сорян. После раскрытия правды про Омнимена и пересмотрев шоу, мы можем заметить скрытый на то время подтекст и детали более ранних серий, что и происходит в Атаке Титанов. Примеров приводить не буду, ибо хочу избежать сильных спойлеров. Ну а теперь давайте перейдем к музыке. Один из интереснейших лично для меня и приятнейших пунктов. Скажу сразу, что в обоих произведениях музыка классная. Даже очень. Мне настолько понравился один трек из Аркейна, что я сделал под него тизер 4-х Дискорд-рофлов. Но! Проблема в том, что при прослушивании плейлиста Аркейна у меня со сценой из сериала ассоциировался только этот трек. Остальные, хоть и классные композиции, просто ничего не вызывали. Даже тот трек, который я использовал для своего видоса, мне пришлось загуглить, в какой сцене он был, и я такой: он был здесь! То есть, абсолютно никакого коннекта не было. С музыкой из Атаки у меня будет ситуация немножечко получше, ибо музыка вызывает не только воспоминания о сценах, но и сильные эмоции, которые ты в тот момент испытывал. Просто послушайте. Но знаете, что самое печальное? Это то, что накидывают копирайт за эту музыку. Я не получу ни гроша, хотя я и так ничего не получаю, бляха. Но музыка действительно просто охренительная. Я не могу вам описать, какие эмоции я просто чувствую, когда слушаю эти композиции. Почему я как будто бы кричу нахрен? Да потому что я не хочу получить копирайт. В общем, я просто решил высказать свое мнение о том, что мне понравилась Атака Титанов, сравнив это с Аркейном, который я посмотрел ранее, который все так пиарили, и как и Атаку Титанов, в принципе, тоже пиарила до хрена людей своими возгласами, какой это классный сериал. И, в принципе, я жду конца. Давайте, ребята, лучше без спойлеров, кто читал там мангу и прочее говно. Не надо спойлерить в комментах. Призываю вас к уважению друг к другу. Смотрите другие видео. Пока. Знаешь, кого я ненавижу больше всего на свете? Несвободных людей, живущих как скот. Внутри все так закипает, что я даже смотреть на них не могу. Теперь-то понятно, в чем дело. Мне невыносимо глядеть на рабов, которые исполнят любой приказ и слова не скажут против. Ты бы не допустил, чтобы вместе с врагами пострадали невинные взрослые и дети. Ты же оберегал друзей. Переживал за нас больше всего на свете. Я слишком вами дорожу. Больше, чем кем-либо. Нам требуется время. Именно. И чтобы выиграть нужное время, мы должны связать противнику руки.